Портрет на стене. Марту назвали так, потому что она родилась 8 марта. Ее маме, учительнице русского языка и литературы в небольшой деревне, тогда было уже 33. Она была красавицей, высокая, с большими глазами, но личная жизнь не сложилась, замуж не вышла. Марта до сих пор не знала, кто ее отец. Мать не признавалась. Девочка рисовала с тех пор, как научилась держать в руках карандаши. Небо, цветы, солнце, маму, все, что видела. Марта подрастала, и ее увлечение вместе с ней. Она стала мечтать о художественном училище. Талант у нее был незаурядный, но в училище ее не приняли. Сказали, что она не умеет правильно видеть мир. Марте удалось устроиться на работу в городскую реставрационную мастерскую. Работа кропотливая, но ей была по душе, и она отлично с ней справлялась. Однажды молодой красивый мужчина принес на реставрацию старую икону. Парня звали Алексей, он оканчивал строительный институт. А эту икону он нашел в одной старой квартире, где студенты подрабатывали, делая ремонт. Так они и познакомились, Марта и Алексей, и влюбились друг в друга с первого взгляда. Любовь была большой, настоящей. Через 3 месяца они поженились. Жить им было пока негде, потому что оба были приезжими. Алексей жил в студенческом общежитии, молодым пришлось снимать квартиру. Было очень тяжело, почти все деньги шли на оплату жилья. Марта решила уйти из реставрационной мастерской на другую работу, где платили больше. Знакомая помогла получить должность менеджера по продаже товаров в одну фирму. Когда Алексей получил диплом, ему удалось устроиться в одну строительную организацию, и его дела быстро пошли в гору. Вскоре они получили квартиру, светлую, просторную, с балконом и лоджией, да еще и с видом на реку. Его фирма ему помогла с жильем. Прошло 5 лет. Марта и Алексей жили счастливо, но детей у них почему-то не было. Врачи сказали: «Вы здоровы, подождите, будут». Жизнь шла своим чередом, работа, домашние хлопоты. Все хорошо у них было, не ссорились, любили друг друга. Марту немного раздражало то, что Алексей часто придирался к еде. «Хочу такой пирог, как у мамы. Хочу такой борщ, хочу мамалыгу» или что-то их семейное. Эта мамалыга доводила Марту до истерики. Она ее варить не умела. Это его мама часто готовила. Хотя пироги Марта пекла отличные, и котлеты готовила, и паштеты. Однажды они поссорились. Кажется, из-за той самой мамалыги, каши из кукурузы. Она утром приготовила такие вкусные отбивные и гречневую кашу, в которой масло не пожалела. А он: «Хочу маминой мамалыги», и отодвинул тарелку. Марта вспыхнула, схватила тарелку и бросила эту кашу ему прямо в лицо. Разразился скандал. Они чуть ли не дрались. Такое произошло впервые за все годы их брака. Ссорились почти всю ночь. Забывали, с чего начали. Устав, снова вспоминали массу причин, чтобы дальше конфликтовать. Они не ужинали, не смотрели телевизор, только ругались и ругались. Наконец, перед рассветом Алексей не выдержал. Марта закрылась в комнате и молча сидела, уставившись в окно. Ни плача, ни криков уже не было. Алексей достал свой дорожный чемодан, быстро собрал самые необходимые вещи: бритву, носки, пару рубашек, документы. И ему было очень горько после такой ночи. Раньше он и представить себе не мог, что они могут так поссориться. За окном светало. Алексей крикнул Марте через дверь: «Ухожу навсегда! Прощай! Счастливо оставаться!» И, хлопнув дверью, исчез. Стук двери заставил Марту прийти в себя. «Ушел, пусть идет, с катертью дорога!» Сначала мелькнуло в ее голове, а потом... Боже, как стало тихо. Дождавшись, пока стихнет звук его шагов на лестнице, она сначала заплакала, а потом разрыдалась. Слезы текли ручейками по ее щекам.
Вся злость на мужа вдруг исчезла. «Боже, я же его люблю!» – стучало ее сердце. «Я люблю его, и без него ничего не хочу. Дура я, дура, зачем бросила в него тарелку с гречкой? Но не умею я этому малыгу готовить. Ну, когда-нибудь научусь. Все-таки он мой муж. Вот, голодный ушел». Поплакала, а потом вдруг вспомнила, что она художница. Отогнала свои переживания, нашла заброшенные краски, давно уже не пользовалась ими, потому что были другие заботы – работа, семья и любимый Алешка. И начала рисовать. Прямо на стене в коридоре. Она еще никогда не рисовала с таким вдохновением. Краски ложились на стену быстро и уверенно, будто кто-то водил ее рукой. На улице уже давно начался обычный день, а для нее существовало только ее произведение. Это был портрет ее мужа. А еще ее счастье, ее жизнь, ее солнце, небо и все то, что они пережили вместе. Через 2 часа она закончила портрет. Взглянула на будильник, еще успевала на работу. Написала под портретом то, что думала, большими красными буквами. И еще одно слово – «прости». И пошла делать макияж. Нужно было замаскировать следы слез, бессонной ночи и забыть о той дикой ссоре. Через полчаса она ушла на работу, озаренная каким-то новым для себя чувством. Как она любит своего Алешку, его голос, улыбку, непокорный черный чуб. Алексей пришел на работу и, осмотрев то, что набросал в свой чемоданчик, обнаружил, что забыл водительские права и еще кое-что необходимое. «Придется возвращаться», – вздохнул он. «Свитер еще не взял, а сегодня как-то холодно». И вдруг с удивлением отметил, что злоба на жену куда-то исчезает. Он даже захотел той гречки, которую вчера так грубо забраковал. «Марта готовит вкусно. Это я сошел с ума вчера», – подумал он. Алексей знал, что на обед жена домой не приходит, работа далеко от дома. Удобное время, чтобы взять все, что нужно, и во время обеденного перерыва он поехал домой. Поднявшись на свой этаж, тихонько открыл дверь, поднял голову и остолбенел. На него со стены в коридоре смотрел он сам. Портрет был прекрасен. На нем Алексей улыбался и смотрел на мир такими глазами, будто говорил: «Я счастлив». А ниже знакомым почерком было написано: «Все равно я тебя люблю. Очень. Прости». Марта! Я и не знал, что она так умеет рисовать. Какой талант! Они используют, товары продает. Алексей бросил свой чемодан в угол. Теперь он ему не нужен. Он взял только водительские права. Вечером они с Мартой лакомились тортом, который принес Алексей. Он попросил кондитеров, у которых его заказал, написать кремом: «Я тебя люблю. Очень». Теперь, отрезая по кусочку, оба следили, чтобы не задеть дорогих для них слов. По большей части они молчали. Вчерашние громы и молнии – это было будто не с ними. Запах проклятой ссоры уже выветрился из комнаты, и его заменил опьяняющий, всепоглощающий аромат любви. В открытую форточку им подмигнула луна. Марта пошла стелить постель, а он стал распаковывать свой чемоданчик. Оба молчали. Верхушку торта с заветной надписью они положили в холодильник. Свет в коридоре не выключили, чтобы был виден портрет на стене. И была у них такая ночь любви, что никогда и не снилось. Они стали одним целым, одной жизнью, 2 половинки, которые соединил Бог. И только Он мог теперь их разъединить. А через 9 месяцев Алексей забирал из роддома Марту с сыном, которого назвали Сережей. Теперь их было 3, а портрет на стене даже после ремонта оставили на память. Мать Марты, наконец, рассказала ей про ее отца. Оказалось, он был художником.
В их деревню он приезжал оформлять клуб и библиотеку. Вот и случился краткосрочный роман учительницы и художника. Спустя некоторое время она родила девочку, и дочь, и внук унаследовали талант художника. Теперь мальчик рисовал диковинные цветы, деревья с удивительными глазами, папу, маму, нестандартно, по-своему. Сережка у мамы обрисовал весь дом и все, что можно, подумала Марта. Лицом он вылитый Алеша, но будет, наверное, художником, как я. И она улыбнулась, взглянув на портрет в коридоре, который принес их семье столько счастья.